Ох, загадочные горные хребты, скрытые под многометровыми слоями льда, одни из самых таинственных и впечатляющих образований, существующих на всей нашей планете. Эти гигантские цепи, протянувшиеся на сотни миль, остаются почти недосягаемыми для человеческого глаза, и долгое время их происхождение, структура и даже существование были предметом множества гипотез, предположений и научных дискуссий. Представьте себе, огромные внушительные горные массивы, покрытые веками льда и снега, скрываются под слоем, который кажется неподвижным и вечным, но на самом деле внутри него таится целый мир, наполненный удивительными образованиями, загадочными явлениями и необычными существами. Этот скрытый подо льдом мир – настоящая кладовая природных тайн, которые ученые только начинают постепенно открывать с помощью новейших технологий, сложных методов исследования и междисциплинарных подходов. Под гигантским ледяным куполом, покрывающим континент, расположены не только горные хребты и ущелья, но и сложнейшие системы подледных озер, рек, каналов и пещер, которые скрыты в глубинах. Эти подземные и подледные миры – это не просто геологические образования, а полноценные экосистемы, сформировавшиеся миллионы лет назад, и которые по сей день хранят внутри себя множество секретов о прошлых климатических условиях, о развитии и эволюции жизни, а также о том, как могли существовать условия для жизни в условиях абсолютного экстремума. Вся эта загадочная и удивительная среда – это не только геология, но и биология, физика, химия и климатология в их самых сложных и захватывающих проявлениях. Один из самых впечатляющих и загадочных феноменов – это гигантские подледные озера, скрытые под толщей льда. Их обнаружение стало одним из крупнейших прорывов в области исследования Антарктиды за последние десятилетия и открыло новые горизонты для изучения экстремальных условий жизни и геологических процессов. Эти озера, спрятанные под слоями льда, зачастую располагаются на глубинах, превышающих 2 километра, более 2 миль. И несмотря на такие невероятные глубины, они сохраняют внутри себя уникальные условия, в которых могут существовать формы жизни, совсем не похожие на те, что мы привыкли видеть в обычных водоемах. Эти подледные озера – это своего рода природные капсулы времени, в которых, по мнению ученых, сохранились микроорганизмы, не подвергшиеся разрушению или исчезновению за миллионы лет из-за отсутствия солнечного света и контакта с внешней средой. Они предоставляют ученым уникальную возможность заглянуть в прошлое Земли и понять, как могла развиваться жизнь в условиях, кардинально отличных от современных. Обнаружение и изучение этих подледных водоемов – это настоящая сложная и кропотливая задача. Первые попытки найти их были сделаны еще в 1970-х годах с помощью радиолокационных систем, которые позволяли просматривать слои льда и выявлять наличие воды под ними. Тогда это было в основном экспериментом, и результаты были довольно ограниченными. Но с развитием технологий появлением мощных радиолокаторов, спутниковых систем и методов гравиметрии ученым удалось не только подтвердить существование таких озер, но и более точно их картировать и понять масштабы этого подледного мира. Сегодня известно, что в различных частях континента расположено около 400 подледных озер, и большинство из них находится в восточной части, где лед достигает своей максимальной толщины. Эти озера – это замкнутые системы, в которых формируются уникальные геохимические условия и экосистемы, ранее считавшиеся невозможными для существования жизни. Самое крупное и наиболее изученное из них – это озеро Вашта.
Оно было обнаружено в 1990-х годах при помощи специальных радиолокационных систем и буровых работ. Вода внутри этого озера находится на глубине чуть более 2 метров под слоем льда, и при этом температура ее составляет всего около 26 градусов по Фаренгейту, примерно минус 3,3 градуса Цельсия. Удивительно, что эта вода была изолирована от внешней среды более 20 миллионов лет, и в ней, по мнению ученых, сохранились микроорганизмы, способные выживать и размножаться в таких экстремальных условиях. Эти микробы – настоящие герои выживания, поскольку не имеют доступа к солнечному свету, кислороду и живут в условиях, которые мы можем считать практически полностью непригодными для жизни. Еще один интересный пример – это озеро Уильямс, обнаруженное и исследованное в 2014 году. Там ученые нашли целую колонию микробов, использующих метан и аммоний в качестве источников энергии. Эти микроорганизмы живут в абсолютной темноте, без доступа к солнечному свету и кислороду, и их существование – яркое доказательство того, что жизнь способна приспосабливаться к самым экстремальным и изолированным условиям, которые можно представить. Эти открытия позволяют предположить, что подобные экосистемы могут существовать и в других частях Вселенной, например, на спутниках Юпитера или Сатурна, таких как Европа или Энцелад, где есть подледные океаны. Помимо подледных озер, в Антарктиде есть и другие удивительные природные явления, связанные с подледным миром. Одно из них – кровавый водопад, который удивляет своей визуальной первозданностью и устрашающей красотой. Этот водопад, который выглядит как струя ярко-красной воды, будто из раны, льющейся с ледника Тейлор в озеро Бонни, создает атмосферу из фильма ужасов. Ощущение, что из-под льда сочится кровь или что тут происходит что-то очень зловещее, вполне оправдано, потому что за этим стоит серьезное научное объяснение. Вода, питающая кровавый водопад, ранее входила в состав соленого озера, которое было полностью отделено от внешней среды, потому что над ним сформировались толстые ледники. Эта вода находится на глубине более 400 метров под землей, и благодаря высокому содержанию соли она стала сверхсоленой, в 3 раза соленее морской воды. Такой уровень соли делает ее неспособной замерзнуть и остается жидкой даже при экстремальных температурах. Железо, содержащееся в этой воде, окисляется при контакте с кислородом воздуха, превращая воду в темно-красную массу, похожую на ржавчину. Этот эффект создает очень зловещий и мистический образ, и именно поэтому этот водопад получил название «Кровавый водопад». Но мсьетнули не только природное чудо, но и уникальный пример того, как химические процессы внутри Земли могут создавать зрелищные и загадочные природные явления. Внутри Земли, под слоем льда, скрываются и другие удивительные геологические образования, например, подледные горные хребты, которые по возрасту могут превосходить любые известные геологические образования на Земле. Эти горы, протянувшиеся на сотни миль и достигающие почти 10 тысяч футов в высоту, загадка для ученых. Они были обнаружены в 1958 году, когда исследователи заметили необычные гравитационные аномалии, а также тонкий слой льда и странные магнитные сигналы во время пересечения континента. Тогда никто не видел эти горы напрямую, потому что они были полностью скрыты под слоем льда, но с помощью радиолокационных методов, гравиметрии и магнитометрии, ученым удалось составить точные карты и изучить структуру этих подледных горных хребтов, исследуя их до основания. Самое удивительное – это возраст этих горных цепей. Согласно современным оценкам, Гамбертские горы, как их называют,
существуют уже около миллиарда лет. Это означает, что они – одни из самых древних горных образований на Земле. И если учесть их возраст, то возникает вопрос – как эти горы смогли сохраниться и остаться невредимыми за такой долгий период времени? В большинстве случаев подобные древние образования подвергаются сильной эрозии и разрушению в течение миллионов лет, но эти горы по-прежнему стоят целыми и неповрежденными. Одна из гипотез предполагает, что толстый слой льда и замороженная мантия, окружающая эти горы, служат их защитой от эрозии и размывания. Этот ледяной щит, по сути, действует как природная оболочка, которая сохраняет их целыми, и, по мнению ученых, именно эта защита позволяет этим древним образованиям сохраняться миллиарды лет. Время покажет, какие еще тайны скрываются в глубинах под льдом, и как эти древние горные образования помогают понять процессы формирования Земли, ее геологическую историю и эволюцию климата. Кроме того, в Антарктиде есть и еще один удивительный феномен, так называемый музыкальный саундтрек континента. Этот загадочный и завораживающий феномен связан с крупнейшим ледяным щитом, платформой Росса. Этот гигантский ледяной щит, достигающий толщины в несколько сотен футов, занимает площадь около 193 тысяч квадратных миль, примерно в 2 раза больше площади Франции. Недавно ученые обнаружили, что этот огромный ледяной массив издает очень необычные звуки, которые можно сравнить с мистической музыкой или завораживающей мелодией. Эти звуки возникают потому, что ветер, проносящийся над снежными дюнами, создает вибрации в льду и вызывает почти постоянный низкочастотный сейсмический гул. Эти низкочастотные вибрации – это не только шум ветра, а целая симфония природных звуков, которая, по мнению ученых, содержит важную информацию о состоянии ледяного щита и о процессах, происходящих внутри него. Вы не можете услышать эти звуки обычными ушами, потому что они находятся в диапазоне низких частот, недоступных человеческому слуху. Однако сейсмические датчики, расположенные по всему миру, улавливают этот печальный таинственный напев, и ученые смогли его зафиксировать и проанализировать. Оказалось, что эти звуки были обнаружены совершенно случайно во время установки специальных датчиков, предназначенных для мониторинга других процессов во льду. И вдруг ученые заметили, что эти низкочастотные вибрации изменяются в зависимости от того, что происходит на поверхности льда. Тает снег, бушуют штормы, меняется структура снежных покровов. Эта музыка стала новым инструментом для оценки состояния ледяных платформ и их устойчивости. Сейчас ученые используют этот феномен как систему раннего предупреждения, которая позволяет отслеживать динамику и возможные изменения в состоянии льда в реальном времени. Эти звуки помогают понять, насколько стабилен и устойчив гигантский ледяной щит Росса, и есть ли риск его обрушения или разрушения. Весь этот комплекс данных, получаемых с помощью сейсмических и акустических систем, дает важную информацию о том, как меняется климат, как реагируют ледники на глобальное потепление и какие меры можно предпринять для минимизации возможных негативных последствий. В целом, эти загадочные звуковые феномены – это не только удивительное природное явление, но и важный научный инструмент, который помогает более точно оценить состояние ледяных массивов и предсказать возможные катастрофические события, связанные с их разрушением. Итак, подводя итог всему сказанному, можно сказать, что Антарктида – это не только бескрайняя снежная пустыня с ледяными просторами и суровым климатом, но и место, наполненное богатой историей скрытой воды с толщи льда. Этот континент –
Настоящий природный архив, хранящий внутри себя миллионы лет геологических, климатических и биологических секретов. Последние десятилетия, благодаря развитию технологий и междисциплинарным исследованиям, позволяют ученым погружаться все глубже в тайны этого ледяного мира и открывать новые горизонты для науки и понимания нашей планеты. Каждая новая находка – это шаг к тому, чтобы лучше понять, как развивалась Земля, как менялся климат и какие формы жизни могли существовать в далеком прошлом или же в иных условиях. Эти знания не только расширяют наши горизонты и углубляют понимание природы, но и помогают нам подготовиться к будущим вызовам, будь то изменение климата, природные катастрофы или поиск жизни вне Земли. Антарктида – это не только суровая и безжизненная пустыня, но и кладовая удивительных образований, загадочных явлений и необычных организмов, которые продолжают удивлять и вдохновлять ученых со всего мира. И чем больше мы узнаем о ней, тем яснее понимаем, насколько удивительна и уникальна наша планета, и как важно сохранять ее богатство для будущих поколений. Время, проведенное в изучении этого континента, это не только путь к научным открытиям, но и путешествие вглубь самой сути природы, ее силы, красоты и храбрости.